Приветствую, друзья! Правда ли, что в России создано невероятное супероружие, которое может поменять ход войны? Да что там войны? Всей мировой истории. Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. Можно смело сказать, на весь 21 век. В мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. Впечатляет? А о чем же рассказывает Путин, о каком прорыве? Речь идет об очередном путинском вундерваффе, чудо-оружии, которому аналогов нет, и которое в просторечии называется просто вундервафлей. Конкретно о ракете «Буревестник» и подводном аппарате «Посейдон». Вообще, впервые Путин рассказал о них аж в 2018 году. Тогда под гром аплодисментов он показал депутатам и чиновникам анимацию с применением этих вооружений по вероятному противнику. В противнике без особых усилий угадывались Соединенные Штаты. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. С тех пор Путин регулярно возвращается в своих заявлениях к той или иной вундервафле. Со временем оформилась великолепная семерка такого оружия. Уже упомянутый буревестник «Посейдон», межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», ракетный комплекс «Авангард», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон. И, наконец, уже во время войны против Украины к ним добавилась баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Я не военный эксперт и не буду лезть в тонкости тактико-технических характеристик этих вооружений и оценивать их стратегическое значение. Но даже мне очевидно, что с путинскими вундервафлями что-то не так. Причем это раз за разом подтверждает сам Путин, путаясь в собственных заявлениях. Вот возьмем баллистическую ракету «Сармат». «Сармат» — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха. «Сармат» должен заменить еще советского времени ракеты «Воевода», став одним из ключевых элементов российского ядерного арсенала. В феврале 2023 года Путин говорит, что в этом, то есть в 2023 году, «Сармат» встанет на боевое дежурство. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. В сентябре 2023 года чиновники отчитываются, что так и произошло. Но внезапно, в начале ноября этого 2025 года, Путин заявляет, что «Сармат» еще только готовится встать на боевое дежурство. Вот в текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат». А что же тогда было в 23-м-то? То Путин все это время рассказывает об этой ракете, то чиновники отчитываются о ее постановке на дежурство. А патриоты и певцы даже слагают о ней песни. Эх, Россия, матушка, в бой готов, Сарматушка. А реально ничего не происходит. Пока состоялся всего лишь один испытательный пуск «Сармата». Один-единственный. После чего ракеты приняли на вооружение. И вот теперь ставят или уже поставили, смотря кому верить, на боевое дежурство. Надо ли говорить, что испытание чего бы то ни было всего один раз, мягко говоря, недостаточно. Например, размещаемую на подлодках баллистическую ракету «Булава» испытывали десятки раз, прежде чем принять на вооружение. А вот «Сармату» хватило одного испытания. Почему? Действительно ли эта ракета отвечает всем заявленным характеристикам или ее просто боятся проверять лишний раз? Идем дальше. Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Это в прямом смысле слова фантастическое оружие. Вот послушайте, как его описывает Путин. От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется. Вы серьезно? Многие эксперты вполне закономерно сомневаются, что такое изделие в принципе может существовать. Заявляется о нескольких испытаниях «Авангарда» и о постановке этого комплекса на боевое дежурство. Но никто так внятно и не объяснил, как именно происходит управление этой раскаленной до 2000 градусов вундервафлей. За исключением Путина, который уверяет, что планирующий блок «Авангарда» летит и плавится, как эскимо.
В конце 80-х годов еще задумались о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо. И сигнал на управление проходит. Вы решайте сами, насколько это правдоподобно звучит. Меня терзают некоторые сомнения насчет работоспособности гиперзвукового стратегического плавящегося эскимо. Что там у нас дальше? Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Вот тут можно совершенно точно сказать, что они и правда существуют и применяются по Украине. «Кинжал» достаточно часто, «Циркон» – считанное количество раз. Гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон». Проблема заключается в том, что они не совсем гиперзвуковые. И, судя по всему, не очень точные. В строгом определении гиперзвуковая ракета должна не только лететь всю отведенную ей дистанцию на гиперзвуковой скорости, но и маневрировать на этом самом гиперзвуке. «Кинжал» же – это, по сути дела, баллистическая ракета комплекса «Искандер», подвешенная на сверхзвуковой истребитель МиГ-31. На каком-то этапе она действительно может лететь на гиперзвуковых скоростях, но не все время. Ракета «Циркон» запускается с кораблей и также считается гиперзвуковой, но, если верить украинским военным, на подлете к целям в Украине ее скорость была гораздо ниже. Кроме того, украинское ПВО регулярно отчитывается о перехватах «Кинжалов» и «Цирконов». К тому же у нас есть совершенно однозначные свидетельства, мягко говоря, не самой высокой точности, по крайней мере, «Кинжалов». Спутниковые снимки авиабазы, где базируются украинские F-16, показывают следы прилетов «Кинжала» в сотнях метров от укрытий с самолетами, буквально где-то там в полях. Можно ли в таком случае считать их чудо-оружием? Вопрос риторический. Продолжаем. Все последние заявления Путина про вундервафли касаются крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Это их разработка и успешные испытания, если верить нашему кремлевскому мечтателю, помогут покорять Луну, осваивать Арктику, создавать сверхмощные компьютеры, ну и вообще двигать вперед народное хозяйство и общечеловеческий прогресс. И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применять в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать. И сейчас, даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах. Так что это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве будущего. Начать тут надо с того, что нет никаких подтверждений реальных испытаний «Буревестника» и «Посейдона». Имеется в виду испытания именно как полноценных систем вооружения, а не отдельных их элементов. Поскольку «Буревестник» — это ракета с ядерной энергоустановкой, ожидалось, что после ее применения будут зарегистрированы следы радиации. Собственно говоря, поэтому ракету иногда и называют летающим Чернобылем. Но пока о таком не сообщалось. Впрочем, проблему радиоактивного выхлопа инженеры теоретически могли решить, хотя вряд ли. Но кадров запуска и полета «Буревестника» общественности так и не предъявили. Ровно как и кадров с «Посейдоном». «Буревестник» в этом смысле вообще уникальная ракета. Пока наибольший ущерб она нанесла не американцам, НАТО или Украине, а российским гражданам. По сведениям американской разведки, из 15 испытательных запусков частичным успехом завершилось всего 2. А в августе 2019 года в Архангельской области эта самая ядерная энергоустановка «Буревестника» взорвалась. Тогда погибли 7 человек из числа сотрудников Росатома и Минобороны, а еще несколько получили высокие дозы облучения. В результате аварии заметно вырос общий радиационный фон в районе Северодвинска. Подводный аппарат «Посейдон» тоже своего рода легендарное оружие. Именно про него в своей непередаваемой манере рассказывал Дмитрий Киселев, угрожая смыть Великобританию радиоактивным цунами. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню. Путин в целом не так далеко ушел от Киселева. По скоростям и по глубинам
движения этого беспилотного аппарата. В мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует. Правда, испытывать Посейдон именно как носитель ядерного оружия, судя по всему, невозможно, как и применить в реальной боевой обстановке. Однако мы знаем наверняка, вызвать катастрофическое ядерное цунами, такое как в сюжете Киселева, таким образом не получится. Это исчерпывающе показали научные исследования, в том числе проводившиеся еще в Советском Союзе. Собственно, никакого стратегического невосполнимого ущерба посредством Посейдона нанести не выйдет. А поскольку носителями Посейдона заявлены совершенно гигантские по размерам подлодки, то при попытке их применения их увидят со стопроцентной гарантией. Вместо смертоносного цунами у вражеских берегов мы получим превентивный ядерный удар по своей территории. Последнее пополнение в списке путинских вундервафель – ракета «Орешник». Про нее и про культ вокруг нее я уже делал отдельные ролики, обязательно посмотрите. Путин до сих пор время от времени вспоминает про «Орешник», приписывает ему невероятные свойства. Весь мир говорит про «Орешник», да? А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца. Весь мир, может, и говорит, а вот России как-то про «Орешник» забыли. После единственного применения ракеты по заводу «Южмаш» в Днепре год назад новых ударов не последовало. Да и тот пуск никакого перелома в войну не нанес и западных союзников Украины не напугал. Нынешний всплеск интереса Путина к вундервафлям не случайен. Рассказы про испытания буревестника и Посейдона появились в момент осложнения отношений с Трампом. И в целом понятно, на какую реакцию от их испытаний рассчитывали в Кремле. Приблизительно на такую. Те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему. Только чтобы не применили это оружие. Но Трамп реагирует совсем не так, как ожидали в Кремле. Кроме этого, Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний, которые в США не проводились с начала 90-х. Американский президент с удовольствием демонстрирует, что тоже может играть на повышение ставок в игре с подъемом по лестнице военной эскалации. В каком-то смысле это вполне смысленная реакция. Потому что никаких вундервафель или аналогов нет, для задач взаимного ядерного сдерживания не нужно. Имеющихся запасов ядерного оружия и средств доставки и в России, и в США для этого и так хватает с лихвой. 6 тысяч имеющихся у каждой из сторон ядерных зарядов вообще никуда не нужно запускать. Если их просто взорвать на своей территории, то на земном шаре выживут только тараканы. А вот если бы у Путина вдруг и правда появились вундервафли на новых физических принципах, о чем он так любит рассказывать, то это само по себе бы разрушило систему сдерживания и вынудило бы другую сторону реагировать, чтобы нивелировать эти угрозы. А вот это уже означает повышение реального риска ядерной войны. Может быть, путинское чудо-оружие хотя бы помогает воевать в Украине? Тоже нет. Однократное применение «Орешника» никого не впечатлило. Удары кинжалами и цирконами никакого значимого эффекта не имеют. Все остальное вообще не подходит для этого типа войны, что вот сейчас идет на украинской территории. Вот как выглядит российское наступление на Покровск. Наступают плохо экипированные люди с разномастным стрелковым оружием на ржавых консервных банках и мотоциклах, как будто это боевики ИГИЛ или массовка безумного Макса, а не военнослужащие великой военной державы. Причем даже вот такое наступление стало возможным только благодаря густому туману, скрывающему военных от дронов. С этой точки зрения, вместо безумных трат на Посейдоны и буревестники гораздо больше смысла имела бы массовая закупка фронтовых буханок или тактических дронов. Но на наше счастье, Путину больше интересны безумные мегапроекты, обещавшие космическое величие, чем обычная скучная армейская логистика. Поэтому на буханки и дроны в России деньги собирают волонтеры, а Минобороны и Ростех пилят триллионы на неработающих или ненужных вундервафлях. Счастливо вам! В путинской, помешанной на пиаре и коррупции системе управления не стоит бояться современного, технологического и уникального чудо-оружия. Проблема в том, что российское общество годами позволяет Путину вести кровопролитную и ненужную никому, кроме него, войну.